Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами готовим, очень вкусные тефтели. Те самые тефтели из моего детства. У меня на канале есть тефтели, которые я готовлю в духовке. Ссылка будет под видео в описании. А сегодня мы с вами готовим тефтели на сковороде. Вот такие вкусные, ароматные, они просто тают во рту. Давайте готовить. Сначала отварю рис. В литр кипящей воды добавляю чайную ложку соли и 50 грамм хорошо промытого риса. 50 грамм примерно это 1/3 200-граммовой кружки. Друзья, варить рис я буду до полуготовности. Затем откину рис на сито, промою чистой проточной водой и дам рису остыть и стечь в воде. Далее, друзья, обжарим на сковороде 2 столовые ложки муки до кремового цвета. Муку нужно постоянно помешивать, чтобы она не пригорела. А теперь займемся фаршем. Здесь у меня полкилограмма фарша. И сюда же я добавила 1 куриное яйцо. В фарш я добавлю 1/3 чайной ложки перца, обычного черного. Добавляю 1 чайную ложку соли. И теперь все это перемешаю пока ложкой. Я кладу в емкость измельчителя вот 3 такие небольшие луковицы. Закрываю и измельчаю. Добавляю 1 натертую морковь. И вот так у меня сварился рис до полуготовности. Я его промыла холодной водой, откинув на сито. И теперь это все добавляю в фарш. Перемешаю. Друзья, и для того, чтобы тефтели хорошо держали форму, я добавляю 1 столовую ложку панировочных сухарей. Я их делала сама. Видео есть на канале. Ссылку оставлю под описанием видео. Перемешиваю. Друзья, если я делаю тефтели летом, то я обязательно добавляю в фарш свежую зелень из огорода. Поэтому воспользуюсь этой прекрасной возможностью, добавлю небольшой пучок петрушки и укропа. Это сделает тефтели только вкуснее. Всыпаю зелень в фарш и размешиваю его. А теперь я руками все перемешаю тщательно, чтобы понять консистенцию фарша. Фарш получился нежный. Больше сюда добавлять ничего не надо. И теперь я ему дам минут 15-20 настояться, а за это время обжарим на сковороде лук и морковь. Друзья, для подливы я мелко нарезала 1 луковицу, натерла 1 небольшую морковь, и теперь я буду их обжаривать. На сковороду наливаю масло так, чтобы покрыть дно. Сначала добавляю лук. Обжариваем до состояния прозрачности. Лук стал прозрачным, отдал маслу свой аромат. И теперь я добавляю натертую на свекольную терку 1 небольшую морковь. Теперь добавляю половина десертной ложки или 1 чайная ложка с горкой томатной пасты.
и размешиваю. Томатную пасту обязательно нужно пережарить с луком и морковью. А теперь, друзья, смоченными руками формирую тефтельки. Немножко подкатываю, чтобы придать форму. И на смоченную тарелку, чтобы тефтели не прилипли, выкладываю их. Ну вот, тефтельки наши готовы. 12 штук их получилось. Из фарша в количестве 500 грамм и всех ингредиентов, которые я в него вмешивала. Ну а теперь осталось обжарить тефтельки и довести их до готовности. На сковороду наливаю растительное масло так, чтобы покрыло дно. И выкладываю тефтели. На такую большую сковороду они должны поместиться все. Теперь, друзья, наша задача обжарить тефтели с двух сторон, не доводя их до готовности, только обжарить. Тефтели с одной стороны обжарились, и я теперь переворачиваю их на другую сторону. Друзья, тефтели уже обжарились. Вот вторая сторона. И теперь я в тефтели добавляю обжаренный лук и морковь. Добавляю воду. Воды я добавила 500 миллилитров. Теперь добавляю сюда 1 лавровый листик. Делаю немножко больше огонь. И добавляю пол чайной ложки соли и 5 перчинок. Теперь закрываю тефтели крышкой и буду тушить их 40 минут на медленном огне. Друзья, я сейчас хочу поделиться, как я отвариваю гречку. Очень просто и без заморочек. Вот я насыпала такую кружечку гречки. Она у меня еще не промыта. Это я ее просто отмерила. Я ее потом высыплю на сито, хорошенько промою и добавлю вот в этот сотейник. Дальше к этому сотейнику я добавляю ровно 2,5 точно таких же кружки холодной воды. Засыпаю половину чайной ложки соли и ставлю на плиту, довожу до кипения. Как только гречка закипит, убавляю газ, накрываю крышкой и на маленьком огне довожу гречку до готовности. Вот, 1 кружка воды, 2 кружка воды и половина кружки. Половина чайной ложки соли. Закрываю крышкой и ставлю на огонь. Друзья, вот гречка активно закипела. И теперь я уменьшаю огонь до минимума и накрываю крышкой и варю до готовности, пока жидкость не выкипит из гречки. Друзья, а вот так выглядит сварившаяся гречка. Можно сюда добавить сливочное масло, растопленное, чтобы не повредить саму гречку.
и оставить ее рассыпчатой. А можно просто добавить тефтели, полить подливой и наслаждаться супер вкусным блюдом. А теперь, друзья, в обжаренную муку, которую мы с вами в начале видео обжаривали, я добавлю постепенно кипяченую остуженную воду и буду размешивать венчиком. Я сюда добавила 200 грамм воды. Друзья, в разведенную муку я добавляю пару ложек сметаны для придания сливочного вкуса подливе. Тефтели уже готовы, теперь я эту смесь выливаю в сковороду к тефтелям. Вот так выглядят тефтели. Запах изумительный просто. И я наливаю разведенную муку. Немножко при помощи ложки или можно взять лопатку перемешаем муку с жидкостью в сковороде. И обязательно дадим закипеть подливе. Теперь нужно посолить подливу по вкусу. Обязательно полейте каждую тефтельку несколько раз образовавшимся соусом. Друзья, тефтели готовы. Подлива закипела. Я попробовала ее на вкус, очень вкусная. Закрываю тефтели крышкой и дам им настояться минут 10 под крышкой. Ну вот, друзья, любимые мои тефтели готовы. Я их помню еще с детства, можно сказать, с детского сада. А теперь давайте попробуем. Посмотрим, какие они внутри. Друзья, это очень вкусно. Нежный вкус тефтелям придает куриное мясо. Морковь обязательно добавляйте. Морковь придаст нежность и сладость тефтелькам. Подлива просто изумительная. Гречка, видите, вся рассыпчатая. Друзья, готовьте вкусную и полезную еду. Наслаждайтесь ею. Всех приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.